Обзор обновления The First Descendant от 4 сентября. Супер Луна, лаунж, хаски, новые триггерные модули, баланс, ивенты и, конечно же, скины. Используйте тайм-коды в описании. У супер микрофона погнали разбирать. Начнем с лаунжа. Как многие предполагали, он находится справа от основного спавна. Там всегда были 3 лифта. Теперь один из них будет вести нас в нашу небольшую уютную квартиру. Как я вам уже рассказывал в прошлых роликах, ходить по лаунжу мы будем от первого лица. В нем есть 3 комнаты. Первая из них гостиная, где мы и будем появляться. Здесь можно менять погоду и время суток за окном. Также можно расставлять потомков по лаунжу как захотим, либо включить их случайное расположение и случайные костюмы при каждом входе в лаунж. То есть они будут постоянно рандомно появляться в разных местах. Кстати, места для охотиков тоже присутствуют. Когда будем подходить к потомкам, они будут радостно махать рукой, показывая то, что с ними можно взаимодействовать. Также в лаунже есть стенды, куда можно поместить ваши коллекционные предметы, будь то обычные аксессуары для спины, груди и оружия, или новые действительно коллекционные предметы. Тут вообще можно маленькую диораму поставить и другие различные маленькие фигурки. Они имеют 3 степени редкости: синие, фиолетовые и золотые. Как раз таки золотые сами по себе и будут украшены золотом. Фиолетовые будут выглядеть в обычных цветах, а синие просто скучные, серые. Также рядом есть стенд с фигурками среднего размера. В другой комнате можно найти еще один стол, куда можно поставить уже диораму среднего размера. Перейдем в следующее помещение – спальня. В ней тоже есть стенд с коллекционными предметами и, само собой, кровать, на которой уже лежит и ждет нас Банни. Тоже машет ручкой. Можно поставить ее в любую позу. Ну, почти в любую. Разрабы уже здесь показали новый костюм, о котором поговорим чуть позже. Также я заметил даже стиральную машину, которая почему-то находится в спальне, и душ. К сожалению, его не показали, но будьте уверены, его и анимацию, как потомки там моются, мы увидим в игре. Посмотрим, как разработчики это реализовали. Вернемся к коллекционным предметам. Как нам получить-то их? В новом магазине. В лаунже появился новый NPC Eddie T, у которого как раз и можно купить большинство из них. Для этого нужны коллекционные монеты. Их можно фармить в Аксине, секторе Сигмы, 400% данжах и на дрейфующем судне. За монеты можно купить либо сами предметы, либо лутбоксы, из которых рандомно нам что-нибудь выпадет. Предметы меняются каждый месяц. Некоторые будут удаляться и добавляться вместо них новые. И как я вам говорил в прошлых роликах, разрабы планируют в будущем выпускать мерч в виде этих коллекционных фигурок и диорам. В конце стрима, отвечая на вопросы игроков, разработчики сказали, что заходить в чужие лаунжи можно будет только в декабре. И при этом самого игрока, владельца лаунжа, мы, к сожалению, там не увидим. Будем, в общем, бегать одни по чужой квартире. Но когда-нибудь в будущем нам точно добавят такую функцию, чтобы мы могли, так скажем, тусить друг у друга вместе. Наконец поговорим о Супер Луне. Как я уже говорил в прошлых роликах, у нее новый классный дизайн, новая музыка, новые красные модули, которые предоставят нам новые навыки. И, конечно, ее история. Нам расскажут, почему она постоянно слушает музыку, расскажут о татуировке и о шраме на правом плече. Даже появился ивент, в котором за прохождение истории нам дадут аксессуары и эмоции. Но об этом позже. Давайте лучше расскажу факт о ее костюме. Согласно описанию, оно разрабатывалось для Джейбера, но в какой-то момент что-то пошло не по плану. Так, ладно, поговорим о ее новых красных модулях. Первый — концерт на поле боя. Как вы видите, он меняет абсолютно все навыки Луны. В целом геймплей схож с ее старым модулем. Нужно в такт либо стрелять из оружия, либо использовать навыки. Начнем с пассивки. Благодаря ней при попадании в ритм у нас копится запас вдохновения вот этой полосочки снизу, как и раньше. Первый навык дает нам уникальное оружие-платформу, которая увеличивает скорость передвижения. Луна, конечно, красиво танцует на этой платформе. Вот так мы стреляем, используя именно оружие. Для этого достаточно просто нажимать на левую и правую кнопку мыши. Вместо патронов у нас тратится мана. Второй навык увеличивает силу наших умений пропорционально количеству дебафов у противников. Третий навык как раз накладывает дебафы на противников, уменьшающие их защиту. А четвертый накладывает дебафы, снижающие их урон. Кстати, прямо на этой платформе
можно будет использовать крюкошку. Она не будет сбрасывать ваши навыки. То есть что получается? С этим модулем мы просто, как и раньше, используем все навыки подряд, накладываем дебафы на врагов, они сами по себе уже становятся слабенькие, так еще и нашим вторым навыком мы увеличиваем урон всех навыков, поскольку на врагов уже наложили кучу дебафов. Отлично. Второй красный модуль называется художник на поле боя. Все навыки также полностью меняются. Исчезает уникальное оружие, вот эта платформа, которая при использовании навыков вокруг нас также будет появляться область, атакующая врагов. Только в руках мы будем держать наши обычные пушки. Когда мы используем первые три навыка, наша шкала вдохновения окрашивается в соответствующий цвет. При использовании четвертого навыка мы становимся на платформу, как на старой луне, только бафы будут именно те, которыми мы заполнили шкалу вдохновения. Первый навык усиливает атаку оружием, второй усиливает критическую атаку оружием и третий увеличивает урон по слабым местам. Четвертый же навык активирует усиленные бафы, которые мы накопили. Бафы получаем и мы, и наши союзники. Кроме того, четвертый навык при полном заряде вдохновения очаровывает врагов. Над ними появляются сердечки, и они, очарованные красотой луны, не могут двигаться. В итоге первый красный модуль мы будем использовать для атаки навыками, а второй для оружия. Я думаю, как раз благодаря второму модулю Супер Луна значительно поднимется в таблице лидеров по фарму штормодержателя. Скоро, кстати, сделаю ролик с билдом для его фарма. Давайте же посмотрим еще на новый донатный костюм Супер Луны, который мы увидели в трейлере. Вот такой желтенький с вырезом для проветривания, видимо. Конечно, как и старые костюмы Луны, он будет менять цвет различных светяшек при использовании соответствующего навыка. Кайф. А в конце стрима, когда разрабатывали отвечали на вопросы, они сказали, что Супер Луна будет фармиться в Аксиане. Дальше поговорим о новых триггерных модулях. Как вы уже знаете из прошлых моих роликов, каждый месяц нам будут их выкатывать по 3 штуки. Первый модуль — Пылающая зона. Продемонстрировали его на Лепике. При использовании соответствующих навыков на их месте появляется, собственно, эта самая Пылающая зона, которая наносит урон по области. Также модуль можно использовать, например, на Nell. Будем все тестить на стримах, которые у меня проходят на Твиче. Второй триггер-модуль — Тактическое ускорение. Пока он доступен эксклюзивно только для Энса. При использовании этого навыка даются бафы самому Энса и его союзникам, а именно увеличение скорости передвижения во время стрельбы и мгновенная перезарядка оружия, если есть патроны. Модуль чисто для Энса, ничего такого интересного. И третий триггерный модуль — Штормовая пуля. Использовать модуль пока могут только Шарен, Сирена и Nell. При попадании навыком по врагу на нем остается висеть око бури, максимум 3 штуки. Они будут наносить урон в течение 7 секунд. С триггерами закончили, теперь 3 новых золотых модуля. По-быстрому давайте пробежимся по ним. Первый — прорыв критической точки. Чем больше на вас бафов, тем ниже защита, но выше скорость и выше урон навыков. Второй модуль — освобождение от запугивания. При использовании навыков вместе с ними наносится дополнительный урон по врагам, составляющий 85% от вашей защиты. И последний новый модуль — жизнь на грани. Тут все просто. Когда наше здоровье меньше половины, урон от критических атак навыками возрастает на 106%. Теперь поговорим о милом. Новый охотник Хаски, или же снежная и ездовая собака. Она будет так же, как овчарка и лабрадор, подбирать и разбирать предметы вокруг нас. Уникальная же возможность заключается в восстановлении маны. Каждые 30 секунд у нас будет восстанавливаться 16% маны, что довольно маловато на самом деле, но по моему мнению полезнее в сравнении с лабрадором во многих билдах, ориентированных на урон от навыков. На той же Nell нам сейчас как раз таки не хватает маны постоянно. Еще вот нам завезли новый милый эффект телепортации для самого Хаски. Фармиться пес будет в Аксиане. Кроме того, туда также завезут фарм еды для охотиков, как на дрейфующем судне. Итак, дальше давайте пробежимся по различным полезным мелочам. Наконец мы сможем видеть билды игроков из таблицы лидеров. Думаю, благодаря этому многие игроки, даже которые не смотрят мои ролики с лучшими билдами, смогут копировать билды из таблицы лидеров. Тем самым намного быстрее фармить того же штормодержателя. К тому же мы наконец-то сможем смотреть настройку инверсии и архи у всех игроков. Раньше эта функция была недоступна. Дальше нам изменили инвентарь. Теперь можно искать снаряжение через поиск. Даже если написать Max Soze, например, нам покажется список с подходящим снаряжением. А еще у нас появился детальный фильтр, где можно настроить весь показ снаряжения. Следующее, что улучшили, подбор группы. Теперь сразу нам будут рекомендовать подходящих участников в менюшке справа. И как я говорил в прошлых роликах, разрабы поработали над реалистичностью ховербайков и будут постоянно ее улучшать. Уже вот в сентябрьском обновлении, например, при столкновении с монстром его будет откидывать, и при
При использовании уникального оружия можно будет его убрать, запрыгнув на ховербайк. Раньше этого было сделать нельзя. Также улучшили ежедневные задания боевого пропуска. Их и в целом облегчили и сделали более подходящими как для новичков, так и для тех, кто находится на конечной стадии игры. Теперь поговорим о ежемесячном балансе. В этот раз решили сконцентрироваться на навыках Супер Лепика. Улучшили сам их геймплей для повышения полезности потомкам. Вместе с ним, как обычно, повысят характеристики других потомков, чтобы они более комфортно чувствовали себя в том же Аксионе. Это Блэр, Фрейна и Банни. Наконец посмотрим скинчики, которые добавят 4 сентября. Начнем с той же Луны с ее новым донатным скином Лунный Свет. На русском языке имя потомка и название естественного спутника Земли приятно совпали. Потомок Луна с костюмом Лунный Свет. Прекрасный дизайн, и опять же светяшки будут меняться с использованием ее навыков. Также и добавили новый аксессуар для спины и соответствующий ее навыкам эффект телепортации. Основной костюм Супер Луны еще более горячий и красив, по моему мнению. Самый кайф в том, что он бесплатный. С ним, я считаю, обычные игроки, которые не могут задонатить в игру по разным причинам, ничего в целом и не потеряют. Будут бегать с кайфовым базовым костюмом Супер Луны. Следующий скин на Сирену. Костюм Ангела. Его концепт показали на прошлом стриме. Сам костюм вдохновлен образом ангела из древних легенд Ингриса, планеты, на которой происходят все события игры. Вместе с ним под Сирену добавили интересный эффект телепортации. И, наконец, домашний костюм из лаунжа. Его можно использовать везде, ограничений нет. На данный момент это единственный костюм без обуви. Потомки наши будут бегать по локациям босиком, а не на каблуках, как обычно. Приятно. Но вот именно в лаунже будет видно, как сама ступня с пальчиками сгибается, разгибается и ведет себя, в общем, более реалистично относительно остальных скинов. Прекрасно. Следующий скин после душа. Будем в халатиках бегать, валить валгусов. Крайне необычно. Только вот не забудьте еще по ссылке в описании перейти и использовать мой код автора перед покупкой донатной валюты, если хотите меня поддержать, само собой. Вы все равно ничего не потеряете. Теперь быстренько пробежимся по новым ивентам. Первый связан с Луной. За получение Супер Луны нам дадут фотонный импринтер, благодаря которому и можно будет переместить вставленные типы навыков обычной Луны на ее супер версию. На данный момент это будет 5-й импринтер в игре. К тому же из приятного можно будет получить различные фарм-предметы, например катализаторы, а также за прохождение истории Луны нам дадут новый эсив, аксессуар для спины и эмоцию. Самое классное, что это бесплатно. Также не забываем, что с выходом новых потомков или супер потомков нам дают возможность получить бесплатные ячейки для них. Обычно 1 или 2. Думаю, в этот раз выдадут всего 1. Во всем таком бесплатном и полезном рассказываю в своем телеграме по игре. Второй ивент связан с коллекционными предметами. За прохождение различных миссий нам будут давать дополнительные коллекционные монеты. Прекрасно. И третий ивент — музыкальный журнал Луны. Тут просто за ежедневный вход в игру будут давать различные ништяки. Например, макияж для VS и карточка с именем в стиле Луны. Кроме всех этих ивентов, разрабы рассказали нам об итоговом голосовании, которое будет проходить со 2 по 16 сентября. Кто не в курсе, проходит ивент, в котором все игроки могут рисовать свои концепты скинов. Победители получат денежную награду, и их работа появится в самой игре. Вот со 2 по 16 сентября мы будем голосовать, выбирая победителей. Об этом подробнее расскажу в телеграме. И сам буду голосовать в прямом эфире на Твиче. Залетайте. Еще стоит сказать, что разрабы будут участвовать в выставке игр Tokyo Game Show в конце сентября. Там расскажут о новой коллаборации. Ждем. Итак, в конце стрима разрабы отвечали на вопросы игроков. Расскажу самое интересное. В будущем мы увидим Супер Хелли. По задумке она должна составить конкуренцию Сирене в уничтожении колоссов. Также разрабы планируют собрать все катсцены из игры в лаунже, чтобы можно было их удобно пересматривать в одном месте. Возможно, нам добавят какой-нибудь бесконечный режим. К сожалению или к счастью, разработчики не будут разделять костюмы на верх и низ. И, конечно, разрабы постоянно повышают оптимизацию игры, работают над улучшением звуков, улучшением настройки архи и улучшением динамической анимации, то есть физики груди и попа. Для тех, кто досмотрел до конца, в качестве награды снова покажу вам дорожную карту. На ней самостоятельно можете посмотреть, что выйдет в будущих обновлениях. Также напомню о лучшем телеграм-канале по The First Descendant, о моем твиче, на котором я провожу стримы. И чтобы я дальше мог вас радовать информацией и лучшими билдами, попрошу вас продвинуть ролик лайком, комментарием и подпиской на канал. А еще можете использовать мой код автора в игре. Благодаря ему 2% от ваших донатов будут переводиться мне, но чтобы вывести эти деньги, надо в районе 10 тысяч рублей их собрать. А это очень долго. Но в любом случае вы ничего не потеряете,
сделаете, если будете использовать мой код автора. Если что, через 2 месяца он у вас слетает, так что нужно постоянно вам переподписываться. Все ссылки найдете в описании. Если вы все это сделали, ждите больше полезных роликов. Чем больше вашей поддержки, тем быстрее я могу выпускать ролики. Увидимся.